Промышленность региона в 1920-1939 годах прошла через несколько сложных этапов. Наиболее трудными стали 1930-1934 годы, пора тяжелейшего мирового кризиса, который, однако, сменился подлинным бумом в 1935-1939 годах. Несмотря на бурный рост во второй половине 1930-х, промышленность Латвии к 1939-му достигла лишь 90% от уровня 1913 года и давала 24% валового продукта. Однако, если помнить, что и население составляло всего 80% от довоенного, восприятие этих цифр несколько меняется. А если еще сравнить состояние промышленности не с благополучным 1913, а с послевоенным 1920, то и вовсе обнаружится пятикратный рост. Структура обрабатывающей промышленности Латвии тоже претерпела серьезные изменения. Доля машиностроения с 1913 упала вдвое, до 13%. Химической отрасли в 1,5 раза, до 7%. Тем не менее, в стране производили не только пиломатериалы, ткани, бумагу, стройматериалы, но и пассажирские, товарные и холодильные вагоны, телефоны, различную бытовую технику. В общей сложности в 1939 году в Латвии насчитывалось свыше 6 тысяч промышленных предприятий. Половина из них относилась к пищевой – 1800 и деревообрабатывающей отрасли – 1200. По 13% предприятий действовало в легкой промышленности и в машиностроении с металлообработкой – 779 и 771 предприятия соответственно. На химическую индустрию приходилось всего 3% – 181 предприятие. Характерная черта экономики во всех трех странах того периода – сильное влияние государства, что соответствовало духу эпохи. По всей Европе правительства в значительной степени вмешивались в экономику, а в СССР и вовсе полностью огосударствовали. И в Эстонии, и в Латвии, и в Литве государство во многом определяло, что нужно стране производить. Характерный пример. В Латвии во времена кризиса середины 1920-х решили, что импортировать сахар – удовольствие дорогое. Правительственная программа с 1925 года привела к резкому расширению на селе площадей под сахарные свеклы. Было построено несколько сахарных заводов. В итоге, в середине 1930-х из импортера страна превратилась в экспортера сахара. Аналогичные дела при поддержке государства наладили крупное производство сахара. В Латвии государственным было и крупнейшее промышленное предприятие страны, знаменитый ВЭФ, который в СССР преподносился гордостью советской промышленности, а его досоветская история замалчивалась. Валс электротехническая фабрика родилась в 1919 как маленькая государственная мастерская по ремонту телефонного оборудования. Но уже в 1924 году предприятие с 300 работников наладило выпуск радиоприемников, затем телефонных станций. К концу 1930-х ВЭФ, по сути, превратился в холдинг из более 2 десятков предприятий, которые выпускали, помимо радиоприемников и телефонного оборудования, электрообогревательные приборы, пылесосы, утюги, электролампы и многое другое. Было выпущено даже несколько легких самолетов, включая истребители ВЭФ И-16 собственной разработки. Но главными для ВЭФ все это время оставались радиоприемники. Дирекция завода сумела пролоббировать закон о высоких пошлинах на импортируемые радиолампы, что практически закрыло латвийский рынок для иностранных компаний. Исключительное положение на внутреннем рынке было использовано с умом. ВЭФ выпустил несколько удачных моделей и развернул настолько масштабное производство, что в конце 1930-х предприятие ежегодно экспортировало до 8 тысяч радиоприемников. На экране одна из популярных моделей, ее выпускали в 1936 и 1937 годах. Однако большую славу ВЭФ заработал все же не благодаря радиоприемникам. Во второй половине 1930-х проживавший тогда в Таллине уроженец Риги Вальтер Цап изобрел прославленный мини-фотоаппарат Минакс и стал искать предприятия, способные наладить выпуск многообещающей новинки. В Эстонии такого не нашлось. Переговоры с АКФА закончились поначалу ничем, немцы не заинтересовались. Когда же они поняли, от чего отказываются, и вновь обратились к САПу, было уже поздно. За дело взялся ВЭФ. Выпуск Минакс наладили с 1937. За пару лет было продано 17 тысяч аппаратов, право на производство приобрели компании в США, Бельгии, Нидерландах, Франции и Канаде. ВЭФ обрел мировую известность. В 1936 году предприятие «Феникс», которое занималось производством вагонов, оказалось на грани банкротства. Государство выкупило его и переименовало в «Вайрокс». В 1937 был подписан договор с американской компанией Ford Motors о лицензионном производстве ряда моделей.
Всего с 1938 по 1940 было выпущено 200 автобусов, 1000 грузовиков и 332 легковых автомобиля. Кроме того, завод производил военные грузовики и армейское снаряжение. Сейчас вы видите сборочный цех предприятия. В основном осуществлялась отверточная сборка импортируемых машинокомплектов. Однако кабины грузовиков частично изготавливались на месте с использованием латвийской фанеры. Вот они, эти грузовики на снимке. В советском будущем это станет основой завода РАФ, который выпускал микроавтобусы. Объемы промышленного производства в Эстонии росли в ту пору в среднем на 14% в год. Это бешеный темп. Особенно впечатляющих успехов добилась сланцевая отрасль. Добыча горючего сланца к 1939 достигла 1 600 000 тонн. Было произведено 181 тысяча тонн сланцевого масла и 22 500 тонн синтетического бензина. Сланцевое масло, которое и ныне успешно экспортируется как печное и моторное топливо для судов, в ту пору активно закупала Германия. Немецкие фирмы были и одними из ведущих инвесторов сланцеперерабатывающей страны. Большое значение для экономики Эстонии имели текстильная, химическая, пищевая промышленность, металлообработка, производство бумаги, деревообработка, кожевенная отрасль, добыча торфа и фосфоритов. В стране выпускались быстроходные катера, радиоприемники, телефоны, холодильные установки, электроприборы. Доля промышленности в национальном доходе к 1939 году достигла 32%. Общий объем производства с 1913 вырос на треть. Хорошим примером успешного развития промышленности страны во второй половине 1930-х может служить созданный в 1935 группой эстонских инвесторов завод РЭД – радиоэлектротехника ТЭАС, а в советское время переименованный в Пунонеред, то есть Красный РЭД. А до советской истории, которого в СССР в лучших своих традициях особенно не распространялись. Поэтому даже многие работники предприятия были уверены, что создано оно было уже при СССР. Я говорил, что работал на этом заводе в конце 1980-х и в 90-м после армии, и тогда понятия не имел, что у него есть досоветская история. Особенностью РЭД стало наличие в его руководстве людей с научными степенями. Вообще, это было самое современное по тем временам предприятие во всем регионе. Уже в 1936-м количество работников перевалило за 100. Предприятие занималось выпуском самой разнообразной радиоэлектротехники, громкоговорителей, ламповых патронов, усилителей, радиооборудования для школ, радиопередатчиков для военных нужд и кораблестроения, трансформаторов и индукторов, измерительных инструментов, переносных и стационарных телеграфных и телефонных станций. Но главной целью было стать крупным производителем радиоприемников, которые в ту пору по своему значению были примерно тем же, чем в 2000-х мобильные телефоны. Собственно, эстонский рынок был для этого мал. Латвийский, по сути, закрыт, как я уже упоминал, однако рядом имелась относительно большая Финляндия. Выбранная стратегия оказалась удачной. К моменту советской оккупации в 1940-м РЭД был уже довольно крупным предприятием с 250 работниками и обширным экспортом. А на снимке вы видите одну из наиболее популярных моделей радиоприемников RED Maret 5 1937 года. Самый впечатляющий скачок продемонстрировала долго запрягавшая промышленность Литвы. В основном благодаря буму второй половины 1930-х. С 1913 по 1939 она выросла в 2,6 раза. Но база старта была столь низкой, что даже этот взлет не позволил Литве хотя бы примерно сравняться по уровню развития с северными соседями. В общей структуре ВВП в конце 1930-х на промышленность приходилось не более 15%, и то во многом благодаря Клайпеде, которая в 1939-м вновь отошла Германии. И все же, страна обзавелась довольно крупной пищевой промышленностью, которая традиционно давала около половины общего объема промпроизводства. Заметную роль в экономике играли легкая и деревообрабатывающая промышленность.